Это история Джоша Эклса, опытного дайвера из Юпитера, Флорида, который оказался в центре смелой и захватывающей спасательной операции, которую никто не ожидал. Если вы еще не подписались на наш канал, пожалуйста, сделайте это и нажмите на колокольчик уведомлений, чтобы ежедневно вдохновляться настоящими историями из жизни. В глубоких синих водах Атлантики Эклс столкнулся с лимонной акулой, находящейся в бедственном положении. Помощь акуле, особенно такой большой и сильной, как лимонная акула, кажется невозможной. Но это не просто акула. Это история о сострадании, смелости и о том, как малый акт доброты может навсегда изменить жизнь существа. Давайте немного лучше узнаем Джоша Эклса, прежде чем мы перейдем к удивительному спасению. Джош — местный дайвер компании Emerald Dive Charters в Юпитере, Флорида. Он завоевал признание за годы своей работы благодаря глубоким знаниям морей и обитающих в них существ. Его коллеги ценят его за спокойствие и всесторонние знания о воде. Джош — один из тех дайверов, которые просто понимают, что нужно делать. Однажды сказал его лидер группы. Он уважает океан и все, что в нем. Он не просто приходит, чтобы нырять, он приходит для связи. Эклс занимается дайвингом в водах Юпитера последние 5 лет, и его повседневный график совсем необычный. Для Джоша Эклса дайвинг — это образ жизни, а не просто хобби. На самом деле он ныряет 3 раза в день, каждый день, что дало ему беспрецедентный уровень экспертизы. Красивые рифы, множество морской жизни и сверкающие чистые волны — это лучшее определение Юпитера, Флорида. Но океан не только красив, он также непредсказуем, поэтому каждый нырок представляет собой новые сложности и неожиданные моменты. От морских черепах до косяков рыб, а иногда даже акул, дайверы часто встречают разнообразную подводную жизнь. Хотя Джош имел много опыта в дайвинге, он никогда не видел ничего подобного. Страсть Эклса к морю превышает лишь простое увлечение дайвингом. Он ценит красоту моря и уважает существа, которые считают его своим домом. Проводя так много времени под поверхностью, Эклс стал близким к морю и его обитателям, постоянно работая над его защитой и сохранением. Но когда он столкнулся с лимонной акулой в бедственном состоянии, события того дня оказались не похожи на все, что он когда-либо видел, и стали последним испытанием его сострадания и смелости. Акулы всегда завораживали Джоша, особенно часто встречающиеся лимонные акулы в этом регионе. Эти акулы, великолепные и пугающие одновременно, имеют уникальный желтоватый оттенок и мощное телосложение. Это был обычный день. Солнце светило, вода была спокойной, и Джош Эклс снова готовился к погружению с командой. Они собрали свое снаряжение с отработанной эффективностью, проверяя баллоны и подгоняя ласты. Но в этот раз что-то было не так. Обычное большое синее пространство океана имело странное напряжение в воде сегодня. Хотя Эклс не мог точно объяснить это, он чувствовал, что что-то не так. Когда они начали погружаться в Атлантику, он и его команда сразу же почувствовали присутствие рядом. Тень двигалась на расстоянии, больше и более целенаправленно, чем другие существа вокруг них. Сначала они думали, что это мог быть другой дайвер или любопытная рыба. Но вскоре Джош заметил то, к чему он не был готов. К ним приближалась акула, и это была не просто акула. Сначала Джош почувствовал прилив адреналина. Акулы встречались часто, но эта вела себя иначе. Акулой, о которой шла речь, была лимонная акула. Обычно не агрессивные по отношению к людям, эти существа все же могут быть пугающими. В своей среде обитания лимонные акулы являются верховым хищником благодаря своей большой массе и силе.
Обычно они считаются относительно одиночными и неактивно ищут контакта с людьми. Но эта акула не вела себя как обычная лимонная акула. Вместо того, чтобы уплыть, как это делают большинство акул, это постоянно толкало Джоша, пытаясь привлечь его внимание. А затем, к всеобщему удивлению, она начала кружить вокруг него. Это было не просто случайное столкновение. Акула активно пыталась общаться с ним. Каждый раз, когда акула толкала его, она поднимала голову и показывала свой живот. Это странное поведение было тревожным. Акулы так не делают, и Джош знал, что что-то не так. Это поведение было загадочным. Акулы — любопытные существа, но такой уровень взаимодействия был неслыханным. Лимонные акулы известны тем, что сталкиваются с дайверами, но они не делают это таким образом, объяснил Экклс в интервью VPBF. Они не нападала на нас. Это было что-то другое. Эта самка акулы продолжала кружить вокруг Джоша и его команды, повторяя то же самое поведение, показывая свой живот. Было ясно, что акула пыталась что-то сказать Джошу. Но что это могло быть? «Она пытается сказать нам что-то», — подумал Джош, его сердце колотилось. Он чувствовал важность момента. Это была не просто встреча, это был призыв о помощи. Джош понял, что действия акулы были необычными, когда более внимательно наблюдал за ней. Несмотря на то, что у лимонных акул острые зубы и невероятная сила, и они могут достигать 3-4 метров в длину, они обычно не агрессивны по отношению к людям. Джош сталкивался с ними раньше, и они всегда были относительно спокойными. Но теперь эта акула выглядела встревоженной, и Джош чувствовал, что она в бедственном положении. Джош испытывал нарастающее беспокойство, когда акула продолжала толкать его. Он понимал, что должен выяснить, что происходит. Затем Джош увидел нечто шокирующее, как будто акула указывала ему на то, где была проблема. Там, выходя из живота акулы, был большой крюк. Акула носила его столько, сколько никто не знает, и, похоже, он причинял ей сильную боль. Глубоко в ее коже он был зарыт, как ужасное напоминание. Отчаянно пытаясь избавиться от крюка, акула не могла сделать это самостоятельно. Здесь понадобились знания и быстрая реакция Джоша. «Она постоянно поднимала свой живот и показывала мне крюк», — добавил Экклс. «Честно говоря, это было действительно пугающе. Но в то же время я понимал, что должен действовать, чтобы помочь этому животному». Позже Джош сказал, «Это были такие моменты, когда ты не думаешь, просто действуешь». Осматривая акулу, Джош не мог не задуматься о стойкости этих существ. Эта акула, вероятно, носила крюк в течение нескольких месяцев, может, даже лет. И все же она выжила. Она перенесла боль и адаптировалась настолько, насколько могла. Но теперь ей нужна была помощь. И она выбрала Джоша, чтобы ее спасти. Эмоциональная нагрузка момента не ускользнула от Джоша. Как дайвер, он всегда чувствовал глубокое уважение к океану и его обитателям. Но теперь, когда судьба акулы оказалась в его руках, это уважение превратилось в чувство ответственности. Это касалось дачи этому существу второго шанса на жизнь, а не только удаления крюка. Джош почувствовал связь, трудно поддающуюся описанию, когда акула оставалась рядом, ее движения были медленными и целенаправленными. Эта акула обратилась за помощью посреди просторов океана, где людей иногда рассматривают как захватчиков. Этот случай подчеркивает хрупкость жизни под водой и особую связь, существующую между людьми и животными. «Я видел много акул за эти годы», — позже вспомнил Джош, но это была другой. Она не просто выживала, она просила о помощи. Это нечто, что я никогда не забуду. На поверхности команда Джоша была также очарована тем, что они стали свидетелями. Они видели акул раньше,
но это взаимодействие было не похоже ни на что, что они когда-либо испытывали. «Это было почти, как будто она знала, что именно Джош может помочь ей», — сказал один из членов команды. «Это было удивительно видеть». Для Джоша решение помочь не было выбором. Это был инстинкт. И когда он готовился сделать первую попытку удаления крюка, он знал, что собирается столкнуться с одним из самых сложных моментов своей карьеры в дайвинге. Крюк ни в коем случае не был маленьким. Он был достаточно большим, чтобы причинить значительное повреждение и дискомфорт. Первоначальная реакция Джоша заключалась в том, чтобы попробовать удалить его, но акула быстро уплыла, как только он сделал попытку. Это был момент разочарования и heartbreak. Акула нуждалась в помощи, но она вполне оправданно боялась. «Она не доверяла мне полностью еще», — объяснил Джош. «Но я не собирался сдаваться. Это был ясный знак того, что эта задача не будет легкой, но Джош был полон решимости». Эколс занимается дайвингом много лет, и он привык справляться с опасными ситуациями. Но это было иначе. Это не была угроза. Это было существо, нуждающееся в помощи. И он знал, что акула зависела от него, чтобы помочь. Таким образом, без колебаний, он подготовился ко второй попытке. Джош продолжал следовать за акулой, когда та уплывала и снова возвращалась, каждый раз надеясь получить более близкий взгляд на крюк, зарытый в ее животе. Ясно, что нервничая, акула доверила Джошу еще одну попытку помощи. Это было необычное взаимодействие. Это была возможность для Джоша реально изменить ситуацию. Джош аккуратно схватил голову акулы, чтобы стабилизировать ее теперь, когда она успокоилась. Чтобы понять, как лучше всего удалить крюк, он понял, что должен взглянуть на него поближе. Поскольку акула была намного больше и сильнее Джоша, эта работа не была легкой. «Это было металл», — вспомнил Джош. «И он не поддавался вначале. Мне пришлось медленно тянуть, чтобы вытащить его. Крюк был глубоко застрявшим внутри акулы, и было нелегко освободить его. Но Джош не сдался. Он продолжал работать над крюком, медленно, но уверенно, решительно освобождая акулу от ее страданий. Процесс был трудоемким. Каждое натяжение казалось битвой против самого океана. Но решимость Джоша никогда не угасала. Он чувствовал, как доверие акулы росло с каждой проходящей секундой. И тогда, наконец, крюк вылез. Это заняло несколько попыток, но в конце концов Джошу это удалось. Джош был поражен размером крюка, когда он вышел с резким рывком. Крюк был большим, примерно размером с его руку, и стало очевидно, почему акула так сильно старалась избавиться от него. Она носила этот крюк слишком долго, и сегодня, наконец, она освободилась благодаря Джошу. Джош думает, что этот крюк попал к акуле более года назад, а затем со временем вышел из ее тела. Кто знает, как долго акула пыталась избавиться от него, но теперь, благодаря терпению и смелости Джоша, она могла продолжить жизнь, свободной от тяжести крюка, тянущего ее вниз. После удаления крюка произошло нечто поистине невероятное. Как будто акула выражала свою благодарность, она поплыла к Джошу и его команде. Записывая весь обмен, они запечатлели момент, когда акула подплыла к камере. Джош воскликнул, его голос был полон страсти. Это было, как будто акула говорила «Спасибо, я никогда не испытывал ничего подобного». Теперь, освободившись от крюка, команда наблюдала, как акула уплывает в бескрайнюю синюю волну. Тем не менее, на этом история не закончилась. Джош и его команда документировали всю ситуацию, запечатлевая удивительный момент, когда акула подошла к камере. Это было, как будто она хотела, чтобы мир увидел ее облегчение, ее благодарность и ее второй шанс на жизнь. Действия акулы были ничем иным, как необыкновенными.
Это был момент, который немногие когда-либо смогут испытать, возможность помочь мощному существу, такому как лимонная акула, в бедственном положении и стать свидетелем ее признательности. Акула пришла к Джошу за помощью, и после освобождения она выразила свою благодарность самым красивым образом. Дайвингом занимаясь много лет, Эклс был глубоко затронут этой встречей. Хотя он всегда любил море и его обитателей, это событие изменило его взгляды на него. Это служило напоминанием о том, что доверие — это то, что даже самые страшные морские существа могут иметь, и иногда мы можем оказаться теми, кто должен им помочь. Джош Эклс. Герой не только за то, что он удалил крюк изнутра акулы, но и за то, что потратил время, чтобы понять, что акуле нужна помощь. Хотя мысль о том, чтобы приблизиться к такому мощному существу, могла бы напугать многих, Джош увидел шанс изменить ситуацию. Не раздумывая, его смелость позволила акуле продолжать жить в водах Юпитера, Флорида, свободной от тяжести крюка. Его быстрая реакция и неустанная смелость спасли жизнь вида, которого большинство людей боится. Но даже более того, его история вдохновила многих других взглянуть на океан как на место удивления, красоты и связи, а не как на место опасности. Действия Эклса напоминают нам, что иногда самые героические поступки совершаются тихо и без лишнего внимания. Это был скромный, смелый поступок под поверхностью воды, а не драматическое спасение с яркими огнями или толпой свидетелей. Для акулы, тем не менее, это значило все. Смелость и сострадание Джоша помогут этой лимонной акуле остаться в ее естественной среде обитания. Это история о том, как желание одного человека помочь может изменить все. И в мире, где многие существа находятся под угрозой, действия Джоша Эклса являются отличным примером того, что действительно значит заботиться. В конечном итоге Джош Эклс пережил в тот день почти невероятный опыт. Участвовать в таком замечательном подводном спасении — это не то, что происходит каждый день. Это напомнило Джошу о нашем взаимодействии с природным миром и о том, как иногда наименее ожидаемые животные могут удивить нас своим доверием и благодарностью. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подумайте о том, чтобы показать его кому-то, кто сможет найти в нем вдохновение. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.